Андрей Андреевич, я решила пройти курс новокаина. Вы говорили, 15 миллиграмм нужно колоть 13 дней. Да еще каждый день болит голова. Это может быть связано с этими уколами. Когда человек колет новокаин, он должен понимать, что у него начинает увеличиваться артериальное давление, раз. Также увеличиваться метаболизм. Вот посмотрите на детей. Когда маленький ребенок, он вскочил и бегает, у него много сил, он не может никак успокоиться. Когда мы взрослеем, то мы становимся спокойными, сидим на стульчике, и нам уже лишний раз встать куда-либо не хочется. То есть мы живем по принципу сберегания энергии, а дети живут по принципу выброса энергии. Таким образом мы свой АТФ храним, а они свой АТФ расщепляют постоянно. Поэтому мы разные. У ребенка сердце бьется быстрее, метаболизм происходит быстрее, расщепляется еда быстрее. Вы колите новокаин. Когда вы колите новокаин, то весь организм меняется в сторону молодого человека, что нам не свойственно. И это все приводит к увеличению метаболизма, к увеличению дыхательного цикла, к увеличению объема цикла Кребса, или вернее метаболизма цикла, увеличению кальция, увеличению метаболизма кальция, увеличению метаболизма щитовидной, паращитовидной железы, поджелудочной, даже надпочечников, даже кортизола и гидрокортизона и всего остального, прогестерона, эстрадиола, тестостерона и так далее. И это все, вы должны это все ощутить. То есть у вас должно быть даже такое ощущение, как беспокойство, сердцебиение. Это правильно. Это нужно понимать, что это движение в обратную сторону. Если голова болит, обязательно измеряйте артериальное давление. Для того, чтобы определить, не повышается ли у вас артериальное давление. Очень часто я замечаю у людей, которые всю жизнь считали, что у них анемия, низкое артериальное давление, начинаю замечать гипертоническое заболевание сердца. И обычно, когда я принимал людей в свое время в киевском офисе у себя, ко мне приезжали женщины, которые стабильно жаловались на головокружение, головную боль, пили по два ведра кофе, и их всегда шокировали мои слова, когда я говорил: вы болеете артериальной гипертензией, то есть по-другому у вас высокое артериальное давление. И человек говорит: нет, что вы, Андрей Андреевич, я всю жизнь борюсь с тем, чтобы оно у меня хоть немного поднялось. Я говорил: а давайте измерим. Ну и после того, когда измеряли, женщина думала, что у нее будет 80/60, как в юности, а у нее было 156, допустим, на 130. Это говорило о том, что это очень высокие показатели. Какие же правильные показатели артериального давления? Всегда это говорю, и хотелось бы несколько слов сказать еще об этом. Максимально правильное артериальное давление это 120-80. И когда врач говорит: какое ваше рабочее давление, 130-140 это нормально, не верьте. Нормальное давление, в ходе которого сердце стабильно работает и стабильно хорошо, в ходе которого сердце не разрушается, это давление 120 и 80. И в случае, если вы принимаете какие-либо препараты, они снижают вам со 160 ежедневно до 130, знайте, вы должны подобрать курс дополнительных препаратов, которые еще больше снизят вам давление так, чтобы оно было 120.